Друзья, всем привет! Вы на канале Твое уютное вязание. И сегодня выходит мастер-класс по вот такому вот классному водолазке-джемперу. Он получился очень красивый, очень классный. Я вязала из 100% мериноса на 50 грамм 125 метров. То есть это в целом стандартный метраж для мериноса. Я здесь вам еще точно подпишу, какой получился расход, и еще раз подпишу метраж пряжи. Это такая классическая пряжа, можно использовать бобинную, можно использовать моточную. Моточной такой пряжи очень много, например, Lana Gata и куча ее аналогов. Я здесь использовала пряжу DMC, она называлась, на 50 грамм 125 метров. Я вязала на свой размер, хотела чуть-чуть более приталенную, но после стирки у меня все равно чуть-чуть полотно подтянулось, даже оно потянулось сильнее, чем я думала, но в этом нет ничего страшного, потому что сидит все равно хорошо. Также в процессе я скажу, как связать на любой размер. На самом деле это очень просто, вот начинаете вязать все точно так же, как я, просто на размеры меньше вяжете меньшую длину регланной линии, на размеры больше вяжете большую длину регланной линии. В этом-то весь и секрет. По самому изделию оно у меня получилось в ширину 51 сантиметр. В высоту, если я вот буду мерить отсюда от плеча, получилось 57 по переду и где-то 59-60 по спинке. Потому что у меня вот здесь полы, и по переду она короче, чем по спинке. Рукава. Если мерить от подреза, получается 44-45 сантиметров. Если мерить от самой горловины, получается 67-68 даже сантиметров. Вот такой вот замечательный джемпер. Вам понадобятся спицы 3, 3,5 и 4 миллиметра. 4 миллиметра это все основное полотно, рукава, вот эти все регланные линии. 3,5 и 3 миллиметра нужны для резинок, для вот этой вот горловины и для манжетиков. В целом можно взять только 3,5, но если вы возьмете 3, то будет лучше. Здесь идет воротник, резинка 3 на 2. Далее регланом сверху вяжутся прибавки по переду и по рукаву. При этом по телу, по спинке и переду у нас лицевая гладь, а по рукавам идет вот такой вот узор. Он очень красивый и несложный. При этом смотрите, как хорошо вышло, как они классно сочетаются. После реглана у нас идет азиатский росток. И после азиатского ростка по кругу вяжется нужная длина. Также, когда довязывается нужная длина, разделяем петли на две части, и здесь вывязываются такие полые удлинения по переду и по спинке. По спинке вот у меня немножечко длиннее, чем по переду. После чего возвращаемся к вывязыванию рукава, снимаем на нашу рабочую нить и вывязываются рукава. В общем, такая вот конструкция изделия. Если вы хотите поблагодарить меня за мой труд, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и оставьте комментарии. Я связала несколько образцов, чтобы посмотреть, как узор ложится на разных спицах, и решила остановиться на том, чтобы основное мое полотно было на спицах 4 мм. У меня основное полотно — это вот этот узор и лицевая гладь. Плотность у них оказалась одинаковой. На спицах 4 мм плотность получается 21 петля, 30 рядов. Мой обхват головы примерно 57 сантиметров. В целом у всех взрослых людей обхват головы не очень сильно отличается, поэтому вы можете опираться на вот эти мои расчеты и изначально набирать столько же петель, сколько набираю и я. Далее, 57 сантиметров. Свой обхват головы я умножаю на плотность вязания, то есть 2,1 петли в 1 сантиметре. У меня получается 119,7 петель. Далее нужно отнять 10-15%. Ну вот я здесь 10 отняла, у меня получилось 108 петель.
Это число должно обязательно быть кратно 10, так как у нас раппорт узора 5 петель, и далее при распределении петель на реглан они как бы у нас должны делиться на 2. То есть число должно делиться и на 2, и на 5, то есть кратно 10. Можно взять 110 петель, можно взять 100 петель. Я взяла 100 петель, так как 10% отнять, можно 15% отнять, да, вот 10-15% это все же ближе к 100 петлям, поэтому я буду набирать 100 петель. Так, друзья, смотрите, я горловину буду вязать на спицах 3 мм. Основное полотно у меня 4, а горловину я буду вязать на 3. Набираю самым обычным образом 101 петлю. Вот я набрала нужное мне количество петель и замыкаем вязание в круг самым обычным способом. Снимаю петельку и следующую петлю беру и протягиваю через нее вот так. И с левой спицы сбрасываю и подтягиваем кончики хорошо. Ставим маркер в начало ряда и начинаем вязать резинку 3 на 2. Тут такой момент, что я начну вязать резинку не с 3 лицевых, а с 2 изнаночных, поскольку мне так просто будет немного удобнее далее. Поэтому вам советую сделать точно так же. Вяжем 2 изнаночные. Раз. 2. 3 лицевые. Раз. 2. 3. И так повторяем. 2 изнаночные. Раз. 2. И 3 лицевые. Раз. 2, 3. И так далее. Первый ряд вяжется немножко туго, но дальше уже будет полегче. Друзья, смотрите, я провязала 7 сантиметров на спицах 3 миллиметра. И сейчас я перейду на спицы 3,5 миллиметра и провяжу еще несколько сантиметров. Просто довязываю ряд и перехожу на спицы 3,5 миллиметра. Просто продолжаю вязать на этих спицах. После того, как я пришла на спицы 3,5 миллиметра, я еще вязала несколько рядов, и суммарно у меня получилось где-то 8, чуть больше, может быть, сантиметров. То есть около сантиметра, может быть, чуть больше я провязала на спицах 3,5 миллиметра. И сейчас в следующем ряду мы будем переходить на спицы 4 миллиметра, провяжем всего один ряд. И когда будем вязать, будем расставлять маркеры. Смотрите, регланные линии у нас будут по 12 петель. 12, 12, 12, 12. На рукава у нас будет по 8 петель, 8, 8. И на спинку и перед по 18 петель. Суммарно 100 петель. Начало ряда у нас будет вот здесь. Вот, то есть у нас начало ряда и сразу регланная линия. Я вам советую взять маркеры контрастного цвета, чтобы первый маркер у нас был одного цвета, а все остальные 7 маркеров были какого-нибудь другого цвета, чтобы вы четко понимали, где начало ряда. Вот мы сейчас один ряд вяжем тем же самым рисунком и одновременно расставляем маркеры и переходим на спицы 4 миллиметра. Вот я довяжу свой ряд, сейчас тут у меня пару петель осталось. Так, этот маркер пока сниму. Значит, 12 петель вяжу на спицах 4 миллиметра. 2, 5, 7, 10, 12. Ставлю маркер, вяжу следующие 8, ставлю маркер, потом снова 12 и так далее. Я расставила маркеры, вот мое начало ряда, и одновременно перешла на спицы 4 миллиметра. И теперь мы приступаем к вывязыванию нашего основного полотна, к вывязыванию регланных линий.
Мы будем чередовать два ряда. Ряд с прибавками и ряд без прибавок. Ряд с прибавками, ряд без прибавок. Тот ряд, который мы делаем с прибавками, мы будем вязать все петли лицевыми. Итак, вот у нас первый ряд с прибавками. Прибавку будем делать из протяжки. Нахожу протяжку, вот она, ставлю ее на спицу и за вот эту переднюю стеночку провязываю. Тут нужно подхватить и провязать. Вот мы сделали прибавку с наклоном вправо. Далее вяжу регланную линию, 12 петель, все петли лицевые. Перекидываю маркер. И после регланной линии делаю прибавку с наклоном влево. Для этого также буду делать прибавку из протяжки. Вот моя протяжка. Я ее нахожу и вот таким вот образом подцепляю. Вот так вот левой спицей спереди назад. Вот так. Как бы у меня передняя длинная часть, а задняя такая короткая. И за вот эту вот заднюю стенку поднятой протяжки я провязываю лицевой. Далее у меня идут петли рукава. Также провязываю их лицевыми. Подхожу к следующей регланной линии и повторяю все то же самое. Делаю прибавку с наклоном вправо. Нахожу протяжку, правой спицей ее подхватываю, ставлю на левую спицу вот таким вот образом, чтобы короткая часть была передо мной. Подхватываю за переднюю стенку и провязываю лицевой. Перекидываю маркер и вяжу 12 петель регланной линии, все петли лицевыми. Вот у меня конец регланной линии, и сейчас будет прибавка с наклоном влево. Вот моя протяжка. Вот так вот ее подцепляю. Вот так вот ее подцепляю. И так, чтобы вот эта вот короткая часть была сзади, а такая длинная спереди. И за вот эту короткую заднюю стенку вяжу лицевой. Все, далее у меня идут петли спинки или переда, да, и мы вяжем их все лицевыми до следующей регланной линии. Довязала до следующей регланной линии и делаю прибавку перед маркером. Нахожу протяжку, ставлю ее вот таким вот образом на спицу и за переднюю стенку провязываю. Маркер перекидываю и вяжу петли регланной линии все лицевыми. Конец регланной линии. Нахожу протяжку. Вот так вот ее правой спицей можно подхватить. Можно и левую ее подхватывать. Главное правильно ставить ниточку. Так, чтобы за заднюю стенку ее лицевой провязать. Далее у меня идут петли рукава. Провязываю их все также лицевыми. Провязала. Следующая регланная линия. Точно так же делаем прибавку из протяжки. Нахожу протяжку, ставлю и за переднюю стенку вяжу. Перекидываю маркер, вяжу петли регланной линии все лицевыми. 12 у нас петель на регланную линию. И делаю прибавку после регланной линии. Нахожу, вот моя протяжка, вот так вот ее ставлю, так, чтобы короткая часть нитки была сзади. Подхватываю и вяжу за заднюю стенку. Все, довязываю ряд лицевыми петлями до конца. В этом ряду мы уже сделали все прибавки. Вот довязываю ряд до конца. Так, тут у меня следующий ряд. У меня вот эта прибавка, у меня маркер начала ряда должен быть перед прибавкой, то есть вот так вот, чтобы он регланную линию отделял. И вот эту петлю, первую прибавку, да, я ее тоже вяжу лицевой. Все, у нас следующий ряд, второй. И второй, четвертый, шестой и так далее ряды мы будем вязать без прибавок следующим образом.
А линии реглана мы будем провязывать резинкой 3 на 2 по рисунку. Вот здесь у нас сейчас должны идти 2 изнаночные. Я вяжу 2 изнаночных. Далее, вот у нас 3 лицевые, вяжу 3 лицевые. Снова 2 изнаночные, 3 лицевые и 2 изнаночные. Вот мы провязали регланную линию. Далее, как нам провязывать вот эти вот прибавки? На теле, на переде и спинке мы всегда будем вязать их лицевыми. На рукавах же мы будем вязать их как бы по рисунку рукава. Вот смотрите, у нас сейчас по рисунку рукава здесь 3 лицевые, да? Значит, вот это должна быть изнаночная. Вот мы и провязываем эту петлю изнаночной. И далее вяжем по рисунку 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые и снова вот эта вот прибавка изнаночная. Перекидываю маркер. Регланную линию также вяжу по рисунку. 2 изнаночные, 3 лицевые. Далее идет 2 изнаночные, 3 лицевые и 2 изнаночные. Далее идут у нас петли переда, того, что у нас будет потом передом. Мы их все вяжем лицевые, в том числе и прибавку вот эту вот, и все остальные петли также вяжем просто лицевыми. У нас такой будет рисунок, что спинка и передняя часть будут вывязаны лицевой гладью, а рукава будут вывязаны платочной резинкой 3 на 2. Вот я подхожу к маркеру, к регланной линии. И вот эту петлю, вот эту прибавку в данном случае тоже вяжу лицевой. Перекидываю маркер. Регланная линия. Вяжу по рисунку. Вот этот рисунок, который нам подсказывает, что делать. 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые. И 2 изнаночные. Раз, два. Все, перекидываю маркер. Дальше у нас идут петли рукава. В петлях рукава нам важно соблюдать вот эту вот резинку 3 на 2 платочную. Для этого мы смотрим. Вот у нас 3 петли лицевые. Значит, вот это должна быть изнаночная. Вяжу ее изнаночной. Дальше идет 3 лицевые. И по рисунку 2 изнаночные, 3 лицевые. И еще 1 изнаночная. Так, регланные линии. Регланную линию вяжем точно так же, как и до этого. 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые и 2 изнаночные. Все. Осталось вывязать только петли спинки. У нас вот эта часть будет спинкой. Мы все их вяжем лицевыми. И прибавку, и все остальные петли также вяжем лицевыми. Вот я подхожу к маркеру начала ряда. И у нас сейчас 3-й ряд. Он идет с прибавками. Смотрите, перед маркером начала ряда мы будем делать прибавку из протяжки. Вот протяжка. Ставлю ее на спицу коротенькой стеночкой передо мной и провязываю за переднюю стенку. Далее все остальные петли и реглана, и регланных линий, и рукава в 3-м ряду мы вяжем лицевыми. Вот я их все вяжу лицевыми. Так, заканчивается моя регланная линия. Перекидываю маркер и делаю прибавку, но в другую сторону. Вот моя протяжка. Ставлю ее вот таким образом на спицу, короткой стенкой назад. И за эту короткую стенку провязываю. Теперь вяжу петли рукава лицевыми до следующего маркера регланной линии. Дошла до маркера и вновь делаю прибавку. Нахожу протяжку, ставлю на спицу и за переднюю стенку вяжу. Провязала, перекидываю маркер, вяжу регланную линию всеми лицевыми петлями.
Так, все, провязала, и прибавка после регланной линии. Протяжка. Вот таким образом ее подхватываю и за заднюю стенку провязываю. Все. Вяжу петли, все петли лицевые до следующего маркера регланной линии. Вот я дохожу до следующего маркера и делаю прибавку из протяжки. Протяжка, поставила на спицу и за переднюю стенку провязала прибавку с наклоном вправо. Перекидываем маркер и регланная линия всеми лицевыми петлями. Так, прибавка после регланной линии. Нахожу протяжку, ставлю ее вот таким вот образом и вяжу за заднюю стенку, чтобы получить прибавку с наклоном влево. Далее петли рукава, также вяжем их все лицевые. Последняя регланная линия, делаем прибавку перед ней. Протяжку на спицу и за переднюю стенку провязали прибавку. Перекидываем маркер, вяжем петли регланной линии лицевыми. Перекидываем маркер. И последняя прибавка. Находим протяжку, таким вот образом ставим и за заднюю стенку вяжем нашу протяжку. Так. Все, довязываем ряд лицевыми до конца. Все нечетные ряды, 1, 3, 5 и так далее, во всех этих рядах мы с вами будем делать прибавки, а все остальные петли провязывать лицевыми. Далее я уже не буду показывать нечетные ряды, потому что я думаю, что вам уже понятно, как делать прибавки. Так, у нас 4-й ряд, и вот эту прибавку мы ее провязываем лицевой, да? Далее регланная линия. Регланные линии всегда провязываем одинаково по рисунку. По рисунку идет 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые и 2 изнаночные. Перекидываем маркер. Далее, как мы будем провязывать вот эту вот прибавку. У нас идет вот 3 лицевые, да, значит, вот эта должна быть изнаночная, мы ее во втором ряду делали изнаночной, и следующая, то есть вот эта вот петля тоже должна быть изнаночной. То есть вяжем прибавку изнаночной. И дальше по рисунку. Вот это у нас изнаночная. Далее 3 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых. И вот у нас наша первая прибавка и вторая. Первую, которую мы уже вязали изнаночной, вяжем ее изнаночной. И вот эту прибавку также вяжем изнаночной. Перекидываем маркер и по рисунку. Регланную линию 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые и 2 изнаночные. Перекидываю маркер. И все прибавки по спинке и по переду мы вяжем лицевыми. То есть я вот эту петлю, прибавку вяжу лицевыми, как и все остальные петли переда и спинки. Подхожу к регланной линии, и мы с вами провязали первую половину 4-го ряда, вторую, по сути, вяжем точно так же. 5-й ряд будет вязаться аналогично 1-му и 3-му ряду. В нем нужно будет делать прибавки вдоль регланных линий до и после. Я уже показывать не буду, вяжем самостоятельно. В 6-м ряду вернусь к вам и покажу, как мы провязываем прибавки. И смотрите, еще раз обращу на этот момент внимание. Вот у меня сейчас 5-й ряд, и первую прибавку мы делаем перед вот этим маркером. Вот так. Да. Далее все петли регланной линии вяжем лицевыми.
Ну все, вернусь к вам в 6-м ряду. Так, довязываю 5-й ряд, подхожу к 6-му ряду. Регланную линию, как обычно, мы с вами вяжем по рисунку. 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные и 3 лицевые. И еще 2 изнаночные. Перекидываю маркер и смотрим, как мы будем провязывать прибавки. Эти прибавки мы сейчас будем провязывать лицевыми. Смотрите, вот у нас лицевая дорожка, вот у нас 2 изнаночные, которые мы уже прибавили, и по рисунку сейчас должна идти лицевая. Вот эту прибавку мы провязываем лицевой. Вот эти 2 петли, наши предыдущие прибавки, видно уже, что их нужно провязать изнаночные. Вот они, изнаночные. Вяжем их 2 изнаночные. И далее рисунок вяжем. 3 лицевые, 2 изнаночные и так далее, пока не дойдем до конца петель рукава. Вот 3 лицевые, 2 изнаночные. И вот эту прибавку тоже вяжем лицевой. Все, перекидываем маркер. Далее у нас петли регланной линии. Вяжем их по рисунку. 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые и 2 изнаночные. Прибавки по переду и спинке, как всегда, мы будем вязать лицевыми, вне зависимости от того, как мы вязали прибавки на рукаве. Так, вот эту прибавку по переду мы также провяжем лицевой, провяжем регланные линии, я думаю, уже понятно самостоятельно, как их вязать по рисунку. И петли рукава точно так же провязываем самостоятельно, как мы вязали и петли вот этого вот первого рукава. Таким образом, провязываем 6-й ряд, 7-й ряд вяжем с прибавками, аналогично 1-му, 3-му и 5-му рядам. И в 8-м ряду покажу, как мы провязываем наши прибавки. И у нас 8-й ряд. Вяжу регланную линию по рисунку, 2 изнаночные, 3 лицевые и так далее. И в 8-м ряду наши прибавки, все с предыдущего ряда, мы будем провязывать лицевыми петлями, а все остальные предыдущие прибавки, так же, как они у нас уже провязаны по рисунку. Вот у меня прибавка, вот у меня сейчас рукав начинается, у меня получается лицевая, следующая уже по рисунку лицевая, и далее идет 2 изнаночные, 3 лицевые, снова 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные и 2 лицевые. Раз лицевая и вторая лицевая – это наша прибавка с предыдущего ряда. Перекидываю маркер и вяжу регланную линию по рисунку. 2 изнаночные, 3 лицевые и так далее. Так, прибавка по переду, которая у нас, да, также вяжу ее лицевой и продолжаю вязать петли лицевыми до следующей регланной линии. Дохожу до регланной линии, провязываю вот эту прибавку, и вторую половину 8-го ряда мы вяжем точно так же, как и первую. Так, в 8-м ряду я его провязала до конца, далее провязала 9-й ряд, в котором делала прибавки, как обычно мы делали во всех нечетных рядах. Вот, довязываю 9-й ряд, вот эту прибавку вяжем лицевой, и 10-й ряд, который мы вяжем по рисунку без прибавок. Регланную линию вяжу как обычно, начинаю с 2 изнаночных, вяжу резинкой 3 на 2. Ну и заканчиваю также 2 изнаночными, чтобы у нас резинка на регланных линиях была симметрична. Далее рукав. Тут уже начинает вырисовываться, что мы вот с вами прибавили 5 петель.
И эти 5 петель, вот у нас 2 изнаночные, да, которые мы самые первые прибавляли, и вот 3 петли. То есть вот эту вот прибавку нашу с прошлого ряда мы будем провязывать лицевыми, потому что так идет наш рисунок. Вот я вяжу 3 лицевые, далее 2 изнаночные, и далее точно так же вяжем резинку 3 на 2 до следующего нашего маркера регланной линии. Вот 3 лицевые, 2 изнаночные, и остается 3 лицевые, в том числе вот это наша прибавка с предыдущего ряда. Снова регланная линия, вяжем по рисунку резинкой 3 на 2, и наша резинка начинается с 2 изнаночных, да? Вот я довязываю регланную линию. Далее следующие петли до следующего маркера, до следующей регланной линии вяжем лицевыми, в том числе и прибавки. И вторую половину этого 10-го ряда вяжем точно так же. Вот я довязала 10-й ряд, и далее мы эти 10 рядов повторяем. Давайте еще раз проговорю словами, что мы делаем. Значит, каждый нечетный ряд мы делаем прибавки. Перед регланной линией делаем прибавку с наклоном вправо, после регланной линии делаем прибавку с наклоном влево. В четных рядах мы делаем следующим образом. Петли переда и спинки все вяжем лицевыми, в том числе и прибавки с предыдущих рядов. Петли регланной линии также вяжем по рисунку, это резинка 3 на 2. И петли рукавов мы также вяжем по рисунку резинкой 3 на 2. Как мы провязываем прибавки? Прибавки провязываем следующим образом. Сначала изнаночная, вот мы во втором ряду вязали изнаночную, в четвертом тоже изнаночной, в шестом, восьмом и десятом провязываем лицевой. Это нетрудно понять. Вот смотрите, мы с вами сделали 5 прибавок с каждой стороны. И вот у меня 5 петель добавилось, да? И вот у меня 5 петель добавилось, и рисунок на рукаве при этом сохранился. То есть вот у меня изначально было вот эти 8 петель, тут 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые. И вот мы добавили 2 петли, 2 изнаночных и еще 3 лицевые. И с этой стороны точно так же. И таким образом продолжаем вязать, пока не достигнем нужной длины регланных линий. Я продолжала вязать регланные линии, и на данный момент у меня регланная линия около 24 сантиметров. И на этом этапе я останавливаюсь. Я провязала 64 ряда, то есть, смотрите, каждые 10 рядов мы на рукава добавляем вот такую вот полосочку, да, одну из 3 лицевых и 2 изнаночных с каждой стороны. И вот у меня добавлено 6 таких полосочек, 1, 2, 3, 4, 5, 6, и еще 2 изнаночные петли. Мне это нужно, чтобы потом соединять подрезы, набирать на них петли, так будет лучше. Если у вас меньше размер, вы можете провязать там на 10 рядов меньше или там на 4-5 рядов меньше. Если у вас больше размер, то, соответственно, нужно вязать больше. Смотрите еще, почему я останавливаюсь. У меня сейчас петли распределены вот так. То есть 64, плюс 64 петли на каждом из рукавов и плюс 64 петли на спинке и на переде. На тело, регланные линии я дам на тело. И в итоге у меня будет на теле следующее количество петель. 12 умножить на 4, это регланные линии. 82 умножить на 2, это вот эти вот петли спинки и переда. Плюс 8 умножить на 2. 8 это то количество петель, которое я наберу на подрезы. Итого 228 петель. Если я 228 петель разделю на свою плотность вязания 2,1 петли, то получится около 108 сантиметров. У меня окружность груди 96 сантиметров, то есть где-то 12 сантиметров на свободу облегания. Меня это устраивает. Такой свободный, но не оверсайз вариант. Если вы хотите больше, то, соответственно, вам нужно провязать длиннее регланные линии, чтобы у вас больше петель получилось на тело и джемпер получился такой оверсайз. Таким образом, вы можете регулировать размер. Также проверяю, достаточно ли мне петель на рукав. У меня 72 петли на рукав,
плюс 8 петель, которые я наберу на подрезы, плюс, ну, около 10 петель, я пока точно не знаю, которые я буду поднимать из азиатского ростка. Итого около 90 петель, а также 90 делим на 2,1, получается 42,8 сантиметра. Такое число меня тоже устраивает. Вот на этом этапе я останавливаюсь. У вас эти расчеты могут быть другими. Просто объясняю, откуда они у меня взялись. Вот здесь у нас сейчас стоит маркер начала ряда. Последний ряд я провязала тот, который вяжется по рисунку, то есть вяжется с резинкой 3 на 2 без прибавок. И сейчас у меня как бы по идее должен идти ряд с прибавками, но мы переходим к вывязыванию ростка, и уже далее прибавки мы делать не будем. Мы на спинку отдадим вот эту вот часть петель, вот эти вот 12 петель регланной линии, эти 12 петель и вот эти 82 петли. И сейчас мы как бы поворотным вязанием будем туда-назад вывязывать азиатский росток. Так, вот у меня маркер начала ряда. Сейчас до него довяжу. И далее делаем так. Вот эти петли регланной линии мы сейчас вяжем все лицевые. Все 12 петель лицевые, как у нас и идет по рисунку. Далее я сейчас здесь сделаю прибавку, но эта прибавка у меня будет кромочной петлей. Я вот так сделаю прибавку с наклоном влево. Вот так ее накину и просто провяжу. Вы в целом можете сделать прибавку просто накидом, просто воздушной петлей. Далее разворачиваюсь. Первую петлю как кромочную снимаю. И далее мне нужно провязать по рисунку. У меня сейчас рисунок должен как бы на лицевой стороне идти резинка 3 на 2, но на изнаночной как бы обратная резинка 3 на 2. Смотрите, как мы вяжем. Мы вяжем 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные и 2 лицевые. Вот мы провязали вот эту регланную линию. Тут у нас маркер начала ряда, мы его пока что будем просто перекидывать, он нам сейчас на данный момент ни о чем не говорит. Далее вяжем изнаночные петли до следующей регланной линии, то есть до вот этой регланной линии вяжем изнаночные петли. Дошла до регланной линии, и регланную линию 12 петель также вяжу все петли изнаночные. Довязала до маркера. И сейчас я здесь тоже сделаю прибавку, чтобы у нас была кромочная петля при вязании поворотных рядов. Также сделаю ее из протяжки. В целом без разницы, в какую сторону здесь прибавлять. Но я вот так вот сделаю и провяжу эту петлю изнаночной. Можно просто воздушную петлю накинуть. Вот так. Так, разворачиваемся на лицевой ряд. Далее мы будем, по сути, повторять 2 ряда. Первый ряд у нас такой. У нас здесь начинается регланная линия. Первую петлю кромочную мы снимаем. И далее эту регланную линию вяжем резинкой 3 на 2. Она у нас начинается с 2 изнаночных. Далее идет 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые и 2 изнаночные. Перекидываю маркер и вяжу все петли лицевые до следующей регланной линии. Довязываю до регланной линии в лицевом ряду и регланную линию также провязываю лицевыми петлями. Перед регланной линией уже мы никаких прибавок не делаем, просто вяжем поворотным вязанием. И последнюю вот эту петлю, которую мы прибавляли, вяжем изнаночной. И здесь мы уже не будем делать никаких прибавок, мы просто сделали кромочную петлю. Так, разворачиваемся, и изнаночный ряд мы будем вязать следующим образом. Первую петлю снимаю,
Дальше вяжу по рисунку. Смотрите, как мы вяжем. Мы вяжем 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные и 2 лицевые. Вот мы провязали вот эту регланную линию. Тут у нас маркер начала ряда, мы его пока что будем просто перекидывать, он нам сейчас на данный момент ни о чем не говорит. Далее вяжем изнаночные петли до следующей регланной линии, то есть до вот этой регланной линии вяжем изнаночные петли. И регланную линию 12 петель также вяжу все петли изнаночные. И регланную линию 12 петель также вяжу все петли изнаночные. Итак, я вязала поворотными рядами туда-назад, так как я вам показала эти 2 ряда. И я провязала вот этот росток, он у меня вот около 4,5 сантиметров. И далее мы будем переходить к вывязыванию туловища. И для этого сначала нам нужно снять рукава на подрезы. Я вот этот вот маркер, который отделяет у меня регланную линию, снимаю. И далее просто беру ниточку с иголочкой и начинаю петли рукава снимать на бросовую нить. Петли рукава у меня то, что находится между 2 регланными линиями, так как сами регланные линии я отдаю на тело. Я сняла на нить и закрепляю их здесь, чтобы они никуда не убежали. Далее будем соединять вязание в круг, но перед этим нам нужно набрать петли на подрезы. На подрезы я набираю 8 петель, чтобы у нас сохранился рисунок. Вот тут у нас 2 изнаночные и вот тут у нас 2 изнаночные. Значит, у нас должно быть 3 лицевые, но 3 петли это мало для подреза, поэтому я добавляю еще 1 раппорт, 8 петель. Вот здесь вот мы 1 петлю уже набирали, да, которую кромочную, и сейчас нам нужно набрать еще 7. И я буду набирать просто воздушными петлями. Вот так вот скручиваю петлю, нить от мотка снизу, и надеваю на спицу. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Все. Теперь просто соединяем вязание в круг. У нас сейчас идет ряд, где мы вяжем все петли лицевыми. Тут у меня маркер начала ряда, тут же у меня ряд и начинается. Я просто продолжаю вязать лицевыми. Вяжу лицевыми петлями регланную линию. Далее перекидываю маркер и вяжу лицевыми петлями перед до следующей регланной линии. Регланную линию также провяжу лицевыми. И там мы также будем набирать петли на подрез. Все, довязала до следующего места, где у нас будет подрез. Снимаю маркер. И далее петли рукава также снимаю на дополнительную нить. Пока что мы их оставим. Сняла петли рукава на дополнительную нить. И далее нам нужно точно так же набрать 8 петель на подрез. 1 петлю мы вот здесь вот набирали как кромочную. То есть нужно набрать еще 7, набираем их просто воздушными петлями, 7 петель. И после этого замыкаем вязание в круг, набрала 7 петель, провязываю вот эту вот петлю первую, 8 лицевой, и далее также вяжу петли лицевыми до конца ряда, до синего маркера. Здесь у меня петли регланной линии тоже идут по рисунку лицевыми. Вот мы замкнули наше вязание в круг, прибавили петли на подрезы. И далее вот тут у нас также остается маркер начала ряда. И вот эти вот маркеры от регланных линий тоже можно не убирать. Далее мы будем чередовать 2 ряда. Ряд, в котором мы будем делать элемент с резинкой 3 на 2, и ряд, который мы будем вязать полностью лицевыми. Вот сейчас первый ряд такой. Вот у меня вот эти вот регланные линии, и они у меня также будут идти по такому же рисунку. И вот здесь петли на подрез тоже будут идти по такому же рисунку.
мы вяжем просто резинку 3 на 2, начиная с 2 изнаночных. 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные. Подхожу к моменту, где у меня подрез, и точно так же продолжаю вязать эти петли. Вот у меня было 2 изнаночных, значит, нужно провязать 3 лицевые. 1, 2, 3. Далее 2 изнаночные. Тут эти первые воздушные петли не очень удобно вяжутся, но в дальнейшем будет уже удобней. 1, 2 и 3 лицевые. 1, 2, 3. И снова подошли к месту, где у нас раньше была регланная линия, и тут уже также по рисунку. 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые и 2 изнаночные. Все, вот мы сделали, провязали элемент с резинкой 3 на 2. И далее вяжем все петли лицевыми до следующего маркера, до следующего момента, где у нас была регланная линия. То есть мы сейчас вяжем лицевыми все петли переда. И со второй частью мы поступаем точно так же. И после этого второй ряд мы полностью вяжем лицевыми. И далее чередуем эти два ряда. Ряд, в котором у нас боковые части провязываются резинкой 3 на 2, петли переда и спинки лицевыми, и ряд, в котором мы просто вяжем все петли лицевыми. И продолжаем так делать до нужной нам длины. Я вязала тело по кругу, чередуя лицевой ряд и ряд, где у нас есть элемент резинки 3 на 2. Если мерить от подреза, то получается, я провязала около 28 сантиметров. И последний ряд у меня был тот, который я вязала лицевыми. То есть сейчас у меня должен быть ряд с резинкой 3 на 2. Так, друзья, смотрите, после того, как я вывязала на нужную мне длину, я сейчас буду вывязывать как бы такие удлинения по спинке и по переду. У меня вот здесь находится маркер начала ряда, здесь у меня спинка, здесь перед. По 82 петли на каждой из этих частей. И еще у нас есть боковые части, которые состоят из 32 петель. Это вот те части, которые мы вяжем платочной резинкой 3 на 2. По 12 петель с регланной линии и 8 петель пришлось подрезав. Итого 32 петли с каждой стороны. Делить мы будем пополам, то есть вот здесь вот у нас середина, да, мы ровно пополам разделим. То есть 12 плюс 8 тут будет 16 петель, 12 плюс 4, 16 петель тут, 16 тут, так 16 и так 16. Вот эти боковые части с каждой стороны мы будем вязать резинкой 3 на 2, просто резинкой 3 на 2, а центральную платочной резинкой 3 на 2. Надеюсь, я вас не запутала. Еще такой момент. Сейчас я нахожусь вот здесь, вот, да, в начале ряда. Я вот этот кусочек провяжу, и потом буду поворотными рядами вывязывать петли по переду. Нам важно, чтобы у нас раппорт узора сошелся. Смотрите, у нас сейчас вот здесь вот 2 изнаночные, да, вот в этом, допустим, моменте тут 2 изнаночные, и тут 2 изнаночные. Значит, вот здесь должно быть количество петель кратное 5 плюс 3 лицевые для симметрии, чтобы у нас вот здесь было 3 лицевые и вот здесь 3 лицевые. Но 82 под такое количество, под такое требование не подходит. Подходит, например, 78, то есть это 75 полных раппортов плюс еще 3 петли для симметрии. То есть мне нужно будет из 82 этих петель сделать 78.
82 минус 78 получается 4 петли, то есть мне нужно будет сделать 4 убавки. 4 петли убавить. Я убавлю с этой стороны 2 петли и с этой стороны 2 петли, как бы перед вот этой вот центральной линией и после. Но при этом я также буду сначала их провязывать, и чтобы у меня был рисунок, я вот здесь эти 2 петли буду провязывать изнаночные, и вот здесь 2 изнаночные буду провязывать. То есть таким образом у меня вот здесь будет по 4 изнаночные петли. Надеюсь, я вас сейчас не запутала, но в любом случае я сейчас все покажу, и все будет понятно. Так, смотрите, у меня сейчас был тот ряд, последний ряд я закончила тот, который вяжется полностью все петли лицевыми, и сейчас будем считать, что у нас первый ряд вот этой полочки по переду. Мне нужно провязать вот эти вот боковые петли, все 32 петли, и когда вы будете вязать, в середине этого места поставьте себе маркер. Итак, вот я довязала до середины вот этой боковой части. Я здесь поставлю маркер, который будет означать, что мне нужно разворачиваться. Но еще один важный момент, забыла про него сказать. Я хочу, чтобы у меня была двойная кромочная петля, и сейчас я хочу для этой кромки набрать петли. Для этого я сделаю 2 прибавки следующим образом. Вот петля, да, которую мы только что провязали, вот петля на ряд ниже, вот петля на еще один ряд ниже. Вот в эту петлю, которая на еще один ряд ниже, я вот так вот беру и поднимаю ее стенку. Вот таким вот образом. То есть давайте еще раз покажу. Вот петля 1, вот петля 2 и вот петля 3. Вот она. Вот одну стенку ее я поднимаю. Вот так. Вот я подняла и за заднюю часть провязываю. Вот так. Вот я сделала раз прибавку. И сейчас сделаем еще одну прибавку, но с другой стороны. Вот у меня петля на левой спице 1, а вот петля на ряд ниже 2. Вот эту петлю на ряд ниже я поднимаю и провязываю за переднюю стенку. Вот. Мы набрали 2 наших кромочных петли. И далее мы вяжем по рисунку. Вот эта одна оставшаяся петля, она должна быть сейчас у нас изнаночная. Далее 3 лицевых, 2 изнаночных, снова 3 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых. И вот у меня сейчас осталось еще 2 изнаночных, и я здесь сейчас поставлю маркер, который у меня будет отделять ту часть, которую я буду вязать резинкой 3 на 2, это вот эта вот часть, и ту часть, которую я буду вязать платочной резинкой, то есть один ряд лицевой, один ряд резинкой 3 на 2. Довязываю вот эти 2 изнаночные, и, как я вам говорила, здесь сейчас нам снова нужно провязать еще 2 изнаночные. Вот таким образом. И далее вяжу резинку 3 на 2, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные. И так вяжу всю вот эту вот центральную часть. Так, вот я довязываю до конца. Здесь у меня 3 лицевые, 2 изнаночные, снова 2 изнаночные, по той же логике, как и в начале. И здесь ставлю маркер того, что тот маркер, который у меня будет отделять разные рисунки. И вот я провязала здесь 2 петли, и нужно еще 14, чтобы суммарно 16 петель провязать вот этой вот части. Так, вот довязываю 14 петель. Тут у меня одна изнаночная, и вот здесь тоже изнаночная. И сейчас мы наберем также 2 петли, которые будут нашими кромочными, так же, как мы это делали и в начале ряда. Вот у меня петля первая, которую мы провязали. Вот петля на ряд ниже, вот петля еще ниже. Вот ее беру вот так вот, поднимаю и за вот эту стенку провязываю лицевой. Теперь отсюда будем поднимать. Вот петля у меня на спице, вот петля, которая на ряд ниже. Вот она. Беру ее вот таким образом, ставлю на спицу и за переднюю стенку провязываю. Это будут наши 2 кромочные петли. И ставлю здесь маркер, который значит то, что у меня здесь будет как раз поворот. Разворачиваемся, второй ряд, 2, 4 и так далее ряды. Будем вязать одинаково все изнаночные ряды.
первые 2 петли кромочные я буду снимать нить перед работой. Вот таким вот образом завожу нить перед работой, снимаю петлю 1, снимаю петлю 2. Далее мне важно, чтобы у меня вот здесь с лицевой стороны была резинка, поэтому мы сейчас, резинка 3 на 2, поэтому с этой стороны это будет резинка 2 на 3. И нужно вязать петли так, как они стоят. Вот у меня одна лицевая сейчас, и вот начинается резинка. 3 изнаночных, 1, 2, 3, 2 лицевых, 1, 2, 3 изнаночных, 2 лицевых и еще 3 изнаночных. Далее вот эту центральную часть, то, что у нас между вот этими 2 маркерами, мы всю вяжем изнаночными петельками. Все петли вяжем с изнаночными. Довязываю изнаночными петлями центральную часть. Вот дошла до этого маркера, перекидываю его, и здесь у меня снова идет резинка 3 на 2, ну, обратно, как бы 2 на 3. 3 изнаночных, 2 лицевые, 3 изнаночных, 2 лицевые, 3 изнаночных. И сейчас должно быть 2 лицевые, но я вяжу только одну лицевую, а вот эти 2 последние петли, это кромочные петли, я их снимаю нить перед работой, вот таким вот образом. Разворачиваюсь, 3-й ряд. В 3-м ряду мы будем вот эти петли постепенно убавлять. Развернулась. Первые 2 петли кромочные в лицевом ряду я провязываю лицевыми. 1 лицевая, 2 лицевая. Далее вяжу резинку по рисунку. Вот у меня изнаночная, вяжу изнаночный, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные и 3 лицевые. Далее вот у меня вот эти 4 изнаночные, и я убавлять их буду следующим образом. Сейчас провяжу 2 изнаночные, еще 1 изнаночную, 3 изнаночные, то есть провяжу, и вот эту одну петлю я буду ее убавлять под вот эту лицевую. Для этого я беру просто 2 вместе петли, провязываю 1 лицевой. Так, 2 вместе, 1 лицевой. Ой. Вот. Теперь у меня здесь 3 изнаночные, потом еще раз убавим таким же образом. И вяжу далее резинку 3 на 2 по рисунку. У меня сейчас 2 лицевые осталось. Теперь 2 изнаночные, 3 лицевые, и так вяжем всю центральную часть. Вот тут, смотрите, я дошла до конца средней части, вот тут у меня сейчас перед маркером 4 изнаночные, и вот эта петля, которую нужно будет вязать лицевой. Но я вот эту одну изнаночную, под нее сейчас буду убирать, делать убавку. Для этого я беру 2 петли, разворачиваю, ставлю вот так на спицу и вяжу 1 лицевой за заднюю стенку. Вот так я их убавлю. Все, и далее у меня здесь еще идет 3 изнаночные петли. Перекидываю маркер, и оставшуюся часть, это у меня резинка, вяжу ее тоже резинкой. 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые. И здесь сейчас уже только 1 изнаночная. У нас остается 2 петли, это 2 кромочные. Во всех лицевых рядах кромочные петли, это 2 первые петли и 2 последние, мы всегда будем вязать лицевыми. Далее у нас 4-й ряд, изнаночный. В изнаночных рядах мы всегда будем первые 2 петли и последние 2 петли снимать нить перед работой. Но 4-й ряд вяжется так же, как и 2-й. Давайте еще раз покажу, далее показывать уже не буду. Нить перебрасываю перед работой, снимаю 2 петли и далее вяжу вот эту часть небольшую по рисунку, как у меня лежат петли. Вот у меня сейчас 1 лицевая, 2 изнаночных, 3 изнаночных, 2 лицевых,
далее 3 изнаночных, 2 лицевых и 3 изнаночных. Все. Далее вяжу все петли центральной части изнаночными. Навязываю центральную часть изнаночными петлями, перекидываю маркер, и снова идет резинка, небольшой кусочек, который мы вяжем по рисунку. 3 изнаночные, далее у меня 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, и тут уже 1 лицевая, а 2 последние кромочные петли мы снимаем. Все. Пятый ряд. Пятый ряд будет вязаться как третий. В нем мы сделаем убавки в тех же самых местах. Первые 2 петли я вяжу лицевые, 2 кромочные. И далее по рисунку у меня здесь 1 изнаночная, 3 лицевые, далее 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые. Перекидываю маркер. Вот у меня момент, где у меня 3 изнаночные петли. 2 из них я провязываю, 1, 2. А следующую изнаночную с вот этой лицевой я буду вязать одной за переднюю стенку. Просто 2 петли беру и провязываю. Вот. И таким образом у нас сократились вот эти 2 петли. И у нас сейчас идет 3 лицевые, 2 изнаночные и снова 3 лицевые. Вот 1 лицевая, еще 2, и вяжем резинку дальше по рисунку. Вот я не довязываю, получается, до этого маркера 4 петли. У меня вот эти 3, которые будут изнаночными, и вот это 1 лицевая. И беру 2 петли, лицевую и следующую за ней изнаночную, разворачиваю и вяжу 1 лицевой за заднюю стенку. Вот так. Все, мы, получается, тоже здесь убрали с этой стороны 2 изнаночные суммарно, и у нас наш рисунок как бы сошелся. Вот у меня 3 лицевые, далее 2 изнаночные, перекидываю маркер, и снова 3 лицевые, 2 изнаночные, вяжу так эту часть резинки до конца. 3 лицевые, тут уже 1 изнаночная, и последние 2 кромочные тоже лицевые. Далее 6-й ряд вяжем по аналогии со 2-м и с 4-м. Так, у нас 7-й ряд, лицевой, и далее все лицевые ряды мы будем вязать следующим образом. Мы сделали уже убавки, поэтому у нас будет, по сути, идти просто резинка 3 на 2. При этом первые 2 петли мы провязываем лицевыми. Далее у нас идет 1 изнаночная, и далее просто идет резинка 3 на 2. 3 лицевые, 2 изнаночные. И в конце лицевого ряда мы, получается, вяжем 3 лицевые, и когда остается вот уже у меня последние петли, тут всего 1 изнаночная и 2 кромочные лицевые. Так мы вяжем лицевые ряды, изнаночные ряды вяжем как 2-й, 4-й, в общем, я думаю, вы поняли. И так вяжем на нужную нам длину. Так, друзья, смотрите, я вязала поворотными рядами. У меня получилось где-то 8-9 сантиметров, ну, 9, да, ближе к 9 сантиметрам. И сейчас я буду переходить к закрытию петель. Закрывать мы будем с лицевой стороны. И делаем следующие действия. 2 петли вместе, вяжем 1 лицевой за заднюю стенку. Вот так. И вот эту петлю, получившуюся, возвращаем назад на спицу. И повторяем. 2 первые петли вместе, вяжем 1 лицевой за заднюю стенку. Вот так. И возвращаем на спицу. И продолжаем так делать до конца ряда. Так, вот у меня осталось 3 петли. Я последний раз провязываю 2 петли вместе. Вот у меня теперь осталось 2 петли. Возвращаю петлю и вот эту вот вторую на спице протягиваю через первую. Вот таким образом. Далее нужно отрезать ниточку и вдеть ее в иголочку. И вот эту петельку мы сейчас будем прятать. Я вот так в нее введу.
и немножечко ее затяну. И все. И ниточку просто прячем сзади в рядах. Так, теперь нам нужно вывязать такую же удлиненную часть, но по спинке. По спинке мы ее сделаем немного длиннее. И сейчас нам нужно сделать все то же самое, но для спинки. Вот у меня петли спинки. Здесь вот у меня сейчас 16 боковых петель, которые мы будем вязать впоследствии просто резинкой 3 на 2. И нам точно так же вот здесь нужно добрать 2 петли, которые будут нашими кромочными, как мы делали и для переда. Так, смотрю, откуда здесь можно поднять петли. Вот здесь возьму, подниму и провяжу, присоединяя ниточку раз. И еще одну петлю надо поднять. Смотрю, откуда это можно сделать. Так, это та же самая протяжка. Я вот отсюда возьму, вот так вот поставлю и провяжу. Вот мы подняли 2 петли. Тут у нас кончик, придерживаем его и вяжем эту боковую часть по рисунку. Сейчас идет 1 изнаночная, далее 3 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых. И вот здесь последние 2 изнаночные, и здесь я поставлю маркер, который будет обозначать, что, который будет выделять центральную часть, в которой у нас будет идти платочная резинка, да? Здесь я вяжу 2 изнаночные, и следующие 2 петли тоже вяжу 2 изнаночными по аналогии с тем, как мы делали на передней части. Вот. То есть у меня здесь 4 изнаночные, 2 мы потом сократим. И далее всю центральную часть вяжу резинкой 3 на 2. 3 лицевые, 2 изнаночные. Вот дохожу до конца центральной части. Остается 3 лицевые, 2 изнаночные. И боковая часть. Снова вяжу 2 изнаночные. Здесь поставлю маркер, да, который будет отделять мне центральную часть. И довязываю этот ряд по рисунку. 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, 1 изнаночная. И здесь сейчас тоже буду добавлять 2 петли. Просто смотрю, откуда можно поднять. Вот отсюда. Вот так возьму, подниму. Провяжу раз и вторую вот здесь. Так, подниму и провяжу 2. Вот мы набрали нужное количество петель и провязали с вами вместе первый ряд. Все остальные ряды вяжутся аналогично тому, как мы это делали на переде, да. Сначала мы должны вот здесь вот сократить 2 петли и потом просто вязать поворотным вязанием. Все, вяжем дальше самостоятельно. Так, друзья, я вот довязала удлинение по спинке, точно так же закрыла, и вот оно у меня где-то на сантиметра 2-3 длиннее получилось, чем по переду. Итак, приступаем к вывязыванию рукава. Первый рукав я уже связала. Вот так он выглядит. После стирки он еще чуть-чуть потянется, разровняется. Вот так здесь будут идти убавки. Вот видите, из подреза, как бы в подрез будут заходить убавки. Сейчас все покажу подробнее на примере второго рукава. Для начала нам нужно снять все петли с бросовой нити на спицу. При этом смотрите, чтобы вы не потеряли ни одну петельку. Тут это достаточно легко проверить, так как у нас идет рисунок, да, 2 лицевые, 3 изнаночные. Это несложно увидеть. Вот я пересняла петли на спицы. Спицы у меня такие же, как и для основного полотна. Это 4 мм, просто 40 сантиметров, чтобы удобно было вывязывать. Разрезаю здесь нитку, достаю.
Теперь будем присоединять нитку примерно из центра подреза. Подрез у нас состоит из 8 петель, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые. И вот с вот этих вот 3 левых лицевых я буду поднимать с первой лицевой. Нахожу, вот у меня лицевая дорожка, да, вот здесь вот подлазию, как бы в петлю и поднимаю. И также из каждой, еще из 2 лицевых, также поднимаю по петле, чтобы у нас не терялся рисунок. Так, вот это была у меня дорожка, значит следующая вот здесь. И последняя вот здесь. Так, здесь затягиваю, придерживаю кончик. Далее у нас идет вот здесь такое большое расстояние. Это петли, ну, это момент, где мы вывязывали росток. Соответственно, на другом рукаве эти петли будут идти не в начале, а в конце. Но логика будет такая же. Тут мы начинаем набирать петли. Вот здесь сейчас смотрим, откуда мы можем набрать. Вот я отсюда наберу. Далее у нас вот такие здесь косички. И с каждой косички мы будем набирать по петле. Вот так вот под 2 дужки и набираем. 2, 4, 5. У меня сейчас получается набрано 3 вот эти лицевые и еще 5 петель. Здесь я наберу 6. Так, вот здесь у меня еще такое большое расстояние. Я здесь наберу еще 2 петли. Просто буду смотреть, откуда их можно набрать. Так, чтобы не было дырки. Вот отсюда наберу. И вот здесь подниму петлю. Вот так вот наберу. Вот, если в дальнейшем у меня здесь будет дырка, то я просто иголочкой это все подтяну. Сейчас вот так вот лучше наберу. Вот так. Да. Получается, у меня сейчас 3 лицевые петли, которые мы первые набирали. И вот из этого ростка у меня получилось набрать 2, 4, 6, 8 петель. Далее у меня идут петли рукава, которые мы сняли с бросовой нити. Их все я вяжу лицевыми. У нас сейчас по рисунку как раз тот ряд, где мы все вяжем лицевыми. Довязываю петли рукава. И вот здесь нам сейчас еще нужно добрать несколько петель до подреза. Вот видите, у меня здесь 3 лицевые начинаются, но вот здесь, если мы сейчас отсюда начнем набирать, будет большой промежуток, поэтому я вот отсюда наберу еще 3 петли, да, мне вот кажется, 3 петли будет нормально. Вот отсюда наберу, далее просто смотрю, откуда будет удобно и красиво, если наберу. Вот так наберу, нет, так не буду набирать, вот так наберу. Вот так наберу. Вот я еще 3 петли набрала. Теперь у меня здесь идут петли подреза 3 лицевые. Точно так же из каждой петли набираю по одной. Раз. Вторая петля, вот она. Так. Смотрю, чтобы набирала из той же петли. Ни ниже, ни выше. Вот 2 и вот 3. Ну и еще 2 изнаночные. Тут тоже из каждой петли нужно набрать по одной. Вот еще одна, раз, и еще одна, 2. Все, набрала петли. Этот ряд будем считать первым, который мы сейчас с вами набирали. Далее здесь ставлю маркер начала ряда. У меня сейчас на спицах 91 петля. 91, как вы понимаете, на 5 не делится, а нам нужно восстановить наш раппорт узора. Мы его за первые несколько рядов восстановим. Мы предыдущий вот этот первый ряд вязали весь лицевыми, сейчас нам нужно вязать резинкой 3 на 2. Вот у меня идет 3 лицевые, я их вяжу, так, вяжу 3 лицевыми. Тут у меня начало ряда, поэтому петелька вылазит. Раз, два, 3.
Теперь смотрите, тут у нас много петель набрано. Сейчас мы будем смотреть, как мы их провязываем. Вот у нас рукав был, и тут хорошо видно 3 петли. Вот 3 лицевые, значит, следующие 2 изнаночные, потом 3 лицевые, и у меня здесь 5 петель остается, да? Если я вот эти провяжу 2 изнаночными, то эти будут 3 лицевыми, но у меня здесь и так 3 лицевых. Поэтому все вот эти 5 петель я сейчас провяжу изнаночными. В дальнейшем мы их будем убавлять. 2, 3, 4, 5. И далее вяжу 3 лицевые. 1, 2, 3. Ну и все, здесь мы уже вышли на наш раппорт. 2 изнаночные, 3 лицевые. И так продолжаем вязать резинку 3 на 2 практически до самого конца ряда, до того момента, где мы также набирали несколько петель. Вот я довязываю уже второй ряд практически до самого конца. Вот у меня 3 лицевые, которые отчетливо видно. Вяжу 2 изнаночные. И далее смотрим, как вязать. Вот у меня подрез, и тут 3 лицевые. И, соответственно, здесь должно быть идти 2 изнаночные и 3 лицевые. Но мы не можем так провязать, так как у нас собьется рисунок. Поэтому вот эти 3 петли я провяжу сейчас изнаночными. Итого у меня сейчас как бы идет 3 лицевые, 5 изнаночных и снова 3 лицевые. 1, 2, 3. И еще 2 изнаночные, довязываю ряд до конца. Так, у нас рисунок, как вы помните, будет такой же, да, один ряд лицевой, один ряд резинкой 3 на 2. Сейчас третий ряд, и он вяжется лицевыми, и в нем мы начнем вот эти вот петли убавлять, где у нас много изнаночных. Я вяжу первые 2 лицевые, и у меня здесь 5 изнаночных. Вот эту вот изнаночную я сейчас под вот эту лицевую уберу. Для этого я вот так 2 петли разверну, лицевую, следующую за ней изнаночную, и продвяжу 2 вместе одной лицевой за заднюю стенку. Далее вяжу еще 3 изнаночных. Вот у меня остается 1 изнаночная и следующая лицевая. И вот эту вот изнаночную я сейчас уберу под вот эту вот лицевую. Для этого я 2 вместе вот эти петли, изнаночную, лицевую, провязываю одной лицевой за переднюю стенку. Все, далее вяжу лицевыми петлями практически до самого конца, до того места, где у нас получается тоже 5 изнаночных, да, и там мы аналогичным образом убавим эти петли. Так, дохожу до конца ряда, вот у меня здесь снова 5 изнаночных идет, и убавляем мы аналогичным способом. Вот эту лицевую и следующую за ней изнаночную разворачиваем и вяжем одной лицевой за заднюю стенку. Далее вяжу еще 3 изнаночных, и вот эту изнаночную и следующую за ней лицевую вяжу одной лицевой за переднюю стенку. И довязываю ряд лицевыми петлями до конца. Так, 4-й ряд. В 4-м ряду у нас идет резинка 3 на 2. И вяжем так, значит, 3 лицевые. Вот тут момент, где мы вот тут момент, где мы убавляли наши изнаночные петли, их уже не 5, а 3. Мы все 3 вяжем изнаночными. Все, и теперь продолжаем уже вязать 3 лицевых, 2 изнаночных и так далее. В конце 4-го ряда, вот у меня здесь идет 3 лицевые, и обращаю ваше внимание, что у нас здесь также идут сейчас 3 изнаночные. Все, теперь последний раппорт, 3 лицевых и 2 изнаночных. Сейчас у нас 5-й ряд. 5-й ряд вяжется лицевыми петлями, но нам нужно убрать еще по одной изнаночной петле. Я вяжу 3 лицевые, затем еще 2 лицевые, и вот у меня еще 3-я петля, которая как бы у меня изнаночная, да, но мы сейчас будем лицевой провязывать. И вот эту лицевую и вот эту изнаночную я сейчас 2 вместе провяжу просто одной лицевой, вот так. И вяжу ряд до конца лицевыми. В конце ряда сделаю аналогичную убавку.
Так, в конце 5-го ряда я сейчас нахожусь. Вот у меня 3 изнаночные, одну из которых нужно убавить. Я 2 изнаночные провяжу лицевыми, а вот эту изнаночную, следующую за ней лицевую, я 2 вместе провяжу одной лицевой. Все, мы с вами довязали 5-й ряд. И 6-й вяжем по рисунку резинкой 3 на 2. 3 лицевых, 2 изнаночных и так далее. 3 лицевых, 2 изнаночных. Мы с вами сократили все петли лишние, да, чтобы у нас не было нигде дырок. Мы их набрали сначала и потом постепенно сократили. Теперь у нас везде идет 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные. Я довязала 6-й ряд по рисунку. Всего у меня на петлях сейчас 85 петель, то есть 17 полных раппортов. И начиная с 7-го ряда, который у нас сейчас будет, каждый 4-й ряд мы будем делать убавки. Убавлять мы будем под как бы петли подреза, можно так сказать. Вот наш подрез, 3 лицевых, 2 изнаночных, 3 лицевых. Можно поставить себе петли, чтобы отделить этот подрез. Вот здесь я поставлю перед вот этой вот петлей, да, то есть у меня 2 лица. В целом маркеры можно не ставить, а просто находить вот это вот место глазами. Но я сейчас поставлю маркеры просто, чтобы вам было более понятно, что и как мы будем делать. Итак, 7-й ряд. Убавки в целом у нас будут выглядеть одинаково в каждом ряду. Вот у меня 1-я лицевая провязана, 2-я лицевая провязана. Тут перекидываю маркер и сейчас буду делать убавку. Нам нужно 2 петли развернуть так, чтобы правой стенкой они стояли назад. И за заднюю стенку 2 петли вяжем одной лицевой, то есть делаем убавку. Вот следует таким вот образом. Это 7-й ряд. У нас сейчас рисунок идет такой, что все лицевые, и мы вяжем все петли лицевые до следующего маркера, не доходя до него пару петель. Подхожу к концу ряда. Вот, не дохожу 2 петли до маркера. Вот у меня вот здесь лицевая петля, да, здесь у меня всегда будет лицевая петля, а вот это будет, ну, по-разному. И вот эти 2 петли мы вяжем вместе одной лицевой за переднюю стенку. Вот таким образом мы провязали 7-й ряд. Далее 8-й ряд нужно вязать по рисунку. Я покажу, какой здесь рисунок. Здесь нужно быть внимательным. У нас также идет 3 лицевые. Далее, смотрите, у нас идет 1 изнаночная, да, потому что мы уже убавили одну, вот 1 изнаночная, и далее начинается наш раппорт. 3 лицевых, 2 изнаночных и так далее. В конце ряда 7-го у нас здесь тоже идет 3 лицевых, и здесь всего 1 изнаночная, потому что мы одну убавили. Так мы вяжем, получается, 8-й ряд, 9-й вяжем по кругу все лицевые, 10-й вяжем как 8-й, также по рисунку 3 лицевых, 2 изнаночных, но вот здесь у нас 1 изнаночная и вот здесь у нас 1 изнаночная. А в 11-м ряду снова делаем убавку, снова покажу как. Так, сделали убавку в 7-м ряду, провязали самостоятельно с 8 по 10, и сейчас у нас как бы снова 4-й, каждый 4-й ряд будет убавка. 11-й ряд, соответственно, у нас убавка. Делаться она будет так же. Давайте еще раз покажу. Вот я провязала 2 лицевые в начале. Далее маркер перекидываю. Следующие 2 петли разворачиваю. Ставлю на спицу и за заднюю стенку 1 лицевой. И далее 11-й ряд у нас вяжется полностью лицевыми до следующего места, где мы будем делать убавку. В конце 11-го ряда не довязываем 2 петли до вот этого вот маркера. И вот эти 2 петли вяжем вместе 1 лицевой за переднюю стенку. Перекидываю маркер, довязываю ряд. Вот мы сделали ряд с убавками, и следующие 3 ряда нам нужно вязать по рисунку. То есть в 12 и 14 у нас будет резинка, а в 13 он полностью лицевой. Но смотрите, здесь мы за счет того, что убавили уже 2 изнаночные, у нас начинается с 3 лицевых. Вот тут мы 2 изнаночные убавили, и у нас снова идет 3 лицевых. И далее уже 2 изнаночных
и снова 3 лицевых и так далее. И в конце ряда будет то же самое. Вот у нас здесь идет 2 изнаночных, 3 лицевых и снова 3 лицевых, потому что мы 2 изнаночных убавили. И, собственно говоря, так далее мы продолжаем делать убавки в каждом 4-м ряду. То есть делаем убавки в начале и в конце. Далее 3 ряда вяжем по рисунку. Делаем убавки, 3 ряда по рисунку. Тот ряд, в котором мы делаем убавки, он у нас вяжется полностью лицевыми. А следующий за ним ряд, он вяжется резинкой 3 на 2, но вот в этих вот местах у нас каждый раз рисунок будет немного меняться. Сначала у нас было 3 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых, ну и здесь, соответственно, тоже 3 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых. Сейчас у нас после второй убавки 3 лицевых, снова 3 лицевых и потом 2 изнаночных. Ну и тут тоже 2 изнаночных, 3 лицевых, 3 лицевых, 2 изнаночных. Потом у нас, соответственно, будет 3 лицевых, 2 лицевых, потом 2 изнаночных, потом 3 лицевых, 1 лицевая, 2 изнаночных. И потом, когда мы 5 раз сделаем убавки с каждой стороны, у нас здесь снова выровняется наш узор и будет снова 3 лицевых, 2 изнаночных. Ну и мы так далее продолжаем делать убавки на нужную нам длину рукава. Итак, я делала убавки каждые 4 ряда. Вот так выглядят у меня убавки. Вот линии наши заходят под вот эту дорожку. Ну и с этой стороны аналогично. Если вот так смотреть, то вот 8 петель подреза. И вот так идут наши убавки. Мне кажется, очень красиво и очень удачно для этой модели. Изначально я набрала, как вы помните, 91 петлю. После того, как я вот эти лишние изнаночные сократила, у меня было 85 петель. И начиная с 85 петель мы начали делать вот эти вот убавки, которые наши основные. И я делала убавки и дошла до 45 петель. То есть у меня сейчас тоже полное количество раппортов, получается 9 раппортов и 45 петель. Значит, сделала убавку как бы в первом ряду, да, и еще 3 ряда провязала по рисунку. Последний ряд у меня, получается, был 3 лицевых, 2 изнаночных. И дальше мы будем начинать вязать резинку. Я начну вязать резинку также на спицах 4 мм. Я вот тут, у меня сейчас также спицы 4 мм, просто чулочные. Я перешла на них во время вязания, так как на 40 мм лески мне уже было неудобно вязать. Вот сейчас я довяжу еще один ряд, который 4-й после убавки. И также на спицах 4 мм продолжаю вязать резинку. Просто каждый ряд вяжем резинкой 3 на 2, 3 лицевых, 2 изнаночных. Так, я вот смотрю, на прошлом рукаве я провязала 4 ряда на спицах 4 мм резинки. 4 ряда резинки имеется в виду. И потом еще перешла на спицы 3,5 мм и вязала еще 15 рядов на спицах 3,5 мм, также резинкой 3 на 2. В сантиметрах у меня вот этот вот манжет, резинка 3 на 2. Так, я чуть растяну. Ну, где-то 7 сантиметров. Весь рукав, если его так мерить, где-то около 42-43 сантиметров. Но оно просто потянется, да? Сейчас при примерке может казаться, что чуть-чуть маловато, но просто меринос, он тянется, он очень сильно тянется. Если вы его вот так сейчас измерите, вот у вас получится одно число. Вот так чуть-чуть совсем потянете, получится другое. А при стирке, у меня обычно на сантиметра 2 все вот рукава, все там основное полотно из чистого мериноса, оно тянется. Поэтому я как бы сейчас делаю рукава специально чуть-чуть короче, на 1-2 сантиметра, чтобы потом, после стирки, они у меня не получились слишком длинные. Так как если я их сейчас делаю длинные, то после стирки они у меня еще больше потянутся и будут длинными. Я хочу, чтобы они у меня были как обычные рукава, скажем так. Теперь переходим к закрытию петель рукава. Делать я это буду следующим образом. Первую петлю просто провязываю лицевой и возвращаю на левую спицу. Далее мы будем повторять одни и те же действия. Первую петлю можно вот так посильнее затянуть, остальные петли не нужно сильно затягивать.
2 петли на левой спице. Я вот так вот беру за 2 стенки задние. Задняя стенка у меня левая. И 2 вместе провязываю одной лицевой. Вот так. И возвращаю на левую спицу. Повторяю, 2 петли с левой спицы, 2 вместе провязываю за заднюю стенку одной лицевой. Тут вот сильно затягивать петлю не надо. И возвращаю. Повторяю, 2 вместе за заднюю стенку одной лицевой. Возвращаю. И так продолжаю до конца ряда. После того, как у нас осталась всего 1 петля, мы обрезаем ниточку, кончик, и вдеваем его в иголочку. И делаем следующим образом. Нить вводим вот так вот слева направо в эту петлю. Вот так. И убираем спицу, продеваем нить. Далее находим первую петлю. Вот она, вот эта петля. И в нее вводим вот таким вот образом спицу. Как бы снизу вверх. Вот так. И протягиваем. И вот в эту вот последнюю петлю, в которую мы недавно продевали нить, вот так вот, вот эта петля, вот она, мы в нее вводим вот таким образом, как бы спереди назад. Вот центр этой петли, вот так вот в центр вводим. И подтягиваем. И вот мы сделали стык. Теперь все. Ниточку можно просто прятать в рядах, как мы это обычно делаем. И вот такое вот закрытие петель у нас получилось. Его жесткость можно регулировать за счет того, как сильно вы будете затягивать вот эти петли. Если вы их будете затягивать очень сильно, у вас получится очень жесткое вот это соединение. Я их затягивала не очень сильно, поэтому как бы у меня без проблем сюда пролазит рука, но тем не менее вот как бы больше я не растяну. Но мне кажется, для такого узора данное закрытие петель очень даже хорошо подходит. Мне оно очень даже нравится. Теперь нам осталось всего лишь заправить кончики и постирать наш джемпер в прохладной воде. И все можно носить с удовольствием. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Если оно было вам полезно, не забудьте поставить лайк. На этом все. Спасибо и до скорых встреч.